Бусины-Дзи. Мифы и факты. Часть 2. Окаменелые существа моря-океана Тетис. Предки современных бусин-Дзи. В предыдущем видео мы обсудили один из мифов о появлении загадочных тибетских Дзи-амулетов. Вы узнали, откуда могла появиться легенда о волшебных камушках, падающих с небес. И мы перешли к мифу о том, что бусины-Дзи когда-то были живыми обитателями древнего моря-океана Тетис. Что ж, и этот миф появился не случайно. Бусины из окаменелых существ действительно были. Но что это за сказочный Тетис, и существовал ли он на самом деле? Ученые уверены, существовал. Аж миллиард лет. В те времена был мегаконтинент, омываемый гигантским заливом с тем самым сказочным названием Тетис. Так на немецком звучит имя древнегреческой богини моря Тефиды. Позже мегаконтинент расколется на части теперь уже современных материков. К концу эпохи Мезозоя индийский субконтинент столкнется с континентальной плитой, что приведет к тектоническому движению и поднятию Гималаев на поверхность. Этим и объясняется множество окаменелостей морских животных, найденных на вполне себе сухопутных территориях. Эти самые окаменелости и были предками одной из серий бусин-Дзи. Их часто именуют фоссил-Дзи, что значит «ископаемые». И это не глазковый агат, о котором мы говорили в предыдущем видео. Это отдельная ветвь Дзи-амулетов, связанные именно с легендой об обитателях древнего Тетиса. В поднебесных материалах часто встречается описание о предполагаемой эволюции бусин-Дзи, и самый древний в списке значится именно фоссиловая Дзи, а если конкретнее, бусина-Дзи из окаменелых брюхоногих моллюсков – каури, тритон и не только. Одна из самых известных поднебесной – окаменелость каури-фоссил – фарфоровой улитки. Ведь когда-то здесь ее именовали драгоценной ракушкой, и она использовалась в качестве денег. Причем даже после того, как появились медные деньги, в окрестностях Юньнань каури принимали в качестве оплаты вплоть до конца XIX века. По сей день древние окаменелости каури считают сильным магическим талисманом, причем не только денежным, но также амулетом любви, привлечения симпатии, оберегом от плохих намерений и негативных мыслей. Маги и шаманы уверяют, что самую большую силу окаменелые талисманы каури имеют в период полнолуния и новолуния. Это время, когда живые моллюски выползали на поверхность скал. В эти периоды нужно загадывать заветные желания, выполнять с камнями магические ритуалы, крепить на них дополнительные талисманы. Следующий вид предков бусин-Дзи в серии фоссил-Дзи представляют собой останки беспозвоночных морских существ коралловых полипов. Самым древним из них по 450 миллионов лет. Некогда бывшие на морском дне окаменелые полипы попали в земные недра. В результате миллионов лет ископаемый коралловый известняк постепенно заменялся на диоксид кремния в соответствии с рисунком оставшегося скелета. Это способствовало появлению чудесных глазков-цветочков, похожих на хризантемы. Чтобы их увидеть, нужно сделать на окаменелости точный поперечный спил. Тогда перед вами явится настоящее соцветие, целые окаменелые цветочные букеты. Но самым мистическим и самым ценным видом окаменелых бусин-Дзи с естественными глазками, созданными не человеком, считаются, конечно же, сланцево-глазковые бусины. Их называют монетными. Считается, что залежи таких реликтовых амулетов по сей день таятся в кладах на землях потомков Чингисхана. Но это уже отдельная история. От всей души благодарю всех, кто поддерживает канал. Пусть ваши желания исполняются, а мечты сбываются.